Летом 2021 года группа турклуба НГУ под руководством Георгия Сальникова совершила поход горный 6-й категории трудности. Мы начали маршрут в долине реки Ныльчек в урочище Аджаляо. Задачей первой части маршрута было разнесение забросок по ледникам Путеводный и Комсомолец, а заодно и получение акклиматизации на перевале 4. Нам повезло, мы смогли договориться с местными охотниками, чтобы донести часть груза до лагеря Ива, практически под ледник Южный Ныльчек. А дальше нам пришлось нести все на себе. Рюкзаки были в районе 40 килограммов. Вот такая вот погодка у нас. Разнеся 2 заброски, мы пошли на перевал 4, информации о котором у нас было не очень много. Однако подъем с западной стороны хоть и потребовал небольшой разведки, но не составил больших трудностей для нашей группы. Такая классическая 2Б. А вот на спуске мы уперлись в непроходимый ледопад, пришлось возвращаться и искать альтернативные варианты. Спускаться в итоге пришлось по скальному поясу. А вот и верх ледопада 4, из-под перевала 4, куда мы подошли вчера вечером. Были вот посередине примерно. Сделали разведку налево, сделали разведку направо. Ранглюфты нам не понравились. По центру дельфирять тоже не захотелось. Короче, вернулись, там заночевали. А сегодня спустились вот по этому скальному бастиону. В одном из этих куларов, где-то вот тут вот, повесили по общей сложности 7 веревочек. И сейчас сидим, готовимся к выходу после обеда. Ура, акклиматизация получена, первый перевал пройден, и мы бежим вниз на следующую часть маршрута. Задачей этой части было получение акклиматизации в районе 5500 метров. После небольшого ледопада на леднике Путеводный мы пошли на перевал российской экспедиции. Руками за лед можно. Перевальный взлет представлял собой такую снежную рампу, торопить по которой приходилось достаточно глубоко. В конце перевальный взлет заканчивался ледовой стенкой на несколько веревок. Спуск с перевала не представлял каких-то сюрпризов. В общем, это ледовая стенка со скальным поясом на 6 веревок. Далее, после небольшого прохода по леднику Каенды, мы отправились в сторону перевала Арбат. На плато перевала Арбат мы вылезли практически в глубоком тумане. Подойдя под вершину Красной Армии с северной стороны, мы поняли, что гребень сложнее, чем мы думали. Траверс этой вершины — это, пожалуй, хорошая 3Б. К сожалению, у нас не хватало запаса продуктов и времени, чтобы продолжить этот траверс, с учетом обновленной сложности, поэтому мы решили вернуться назад на ледник Каенды и пойти к нашей заброске через одноименный перевал. Задачей следующих 8 дней было прохождение сложного от перевала плато Шмидта по новому пути. Ранее известный путь представлял собой длинный снежный кулуар, к тому же не самый безопасный. Мы же планировали пойти в обход через гребень в Отроге.
Провесив 3 веревочки по льду, мы вышли на широкое снежное плато, по которому смогли продолжить путь пешком. Как идти дальше, не совсем было понятно, поэтому мы устроили разведку 2 группами, и одна из групп нашла проход на гребень, ведущий на плато Шмидта. Мы вылезли на разведке на какой-то гребень, залезли в снегоступах вот на эту стенку, и вот что мы увидели. Собственно, вот гребень. Он представлял собой такие подушки одна на другой. Местами нужно было вешать веревки, местами можно было пройти пешком. Долго или коротко, мы вылезли на узловую вершину, которую называют пиком Волынка, и тут открылся вид на победу. Во время спуска с узловой вершины на плато приходилось делать несколько разведок, потому что до конца путь не проглядывался. Отделались мы достаточно малой кровью, повесили всего 1 веревку на спуск. Ради оплата мы решили сделать небольшую разведку и поискать, может быть, более удачный спуск на восток. Но в итоге решили пойти старым вариантом, ровно тем, которым ходил Жора Сальников за 24 года до того. Весь день мы вешали веревки. Сбились со счета, устали считать, но, кажется, повесили в итоге 24. Свободно, тащи веревку, блин! Свободно! Понял? Ну что ж, 6 дней мы потратили на прохождение этого перевала, а дальше в Мал. Так получилось, что в Мал мы пришли с достаточно большим опозданием, и у нас не хватало времени на продолжение нашего основного маршрута. Но было всего пару дней, и мы решили прогуляться вверх по леднику Инельчек, в сторону перевала Инельчекский. Именно в этом месте Тяньшань нам подарил самую неприятную погоду за весь поход. Так и закончилась техническая часть, оставалось только сбежать вниз по южному Нальчику до урочища Джаляо. Мы прошли этот путь за 3 дня, и на 32-й день мы вышли обратно в цивилизацию.